Здравствуйте, дорогие мои зрители! Хочу предложить вам гадание. Давайте мы с вами сейчас посмотрим ближайшее событие в разрезе ваших отношений с мужчиной, который есть сейчас. Либо который был, допустим, если они будут еще развиваться. Да? Итак, я начинаю. Какой мужчина думает о вас, помнит о вас и хотел бы быть, возможно, рядом с вами? Смотрите, первые три карты. Здесь у нас вышел император. Это взрослый мужчина. Этот человек, вы знаете, он вышел в вот таких холодных каких-то энергиях. То есть, либо сейчас на вас как-то обижен, зол и так далее, либо далеко находится. Но также, может быть, сейчас у него просто ситуация какая-то напряженная, которая, может быть, не вас касается, а в принципе его жизни. Что-то происходит. Еще так показано, как будто он то ли в пути, то ли в путь собирается какой-то. Вот этого мужчину мы будем сейчас рассматривать. Но для вас он все-таки значимый и статусный. Император — это император. Да, он что-то важное значит для вас в вашей жизни. Может быть, он есть сейчас, может быть, он был недавно или даже давно, но вы помните еще о нем. Давайте рассмотрим его к вам отношения, чувства и проявления. Итак, в глубине души, в данный момент жизненный, что он к вам чувствует? Давайте посмотрим. Этот мужчина. Он чувствует то, что вы являетесь ценной для него. Ценной. Вы не проходящая дама, да, которая вот похожа на всех других. Вы человек, о котором он помнит. С которым у него еще есть что-то недосказанное. У него есть какая-то боль. Смотрите, даже какой-то, можно сказать, страх, печаль. О чем-то, то, что между вами еще есть недосказанное. Также у него есть страх какой-то, что, возможно, у вас есть другой мужчина, или вы кому-то нравитесь, или вам кто-то нравится, либо вы уже прямо реально в паре. У него есть такие переживания на ваш счет. Так, а хотел ли бы он... Давайте так, а если бы он оказался сейчас прямо рядом с вами? Ну вот если бы. Что бы он вам сказал? Давайте посмотрим. Так, первая карта. Ну, мечевая королева вышла. Здесь, конечно, понятно, что он бы вам указал бы на какие-то ваши, на его взгляд, по крайней мере, ну, недостатки, что ли. Например, сказал бы, да, что ты меня там не понимаешь, или ты меня никогда не понимала, ты меня отталкивала, да, ты не давала мне то тепло или столько тепла, сколько я хотел, да. Либо я услышала от тебя много каких-то колючих слов. Вот, то есть у него, видите, если бы он сейчас вас увидел, у него сразу выходит какая-то претензия. Вот так. Что он хотел бы сказать? Хорошо, тогда давайте посмотрим. А то, что есть на душе, ну, возможно, сказать не получается. Но в душе это есть по отношению к вам. Давайте посмотрим. Одной картой. Карта Луна. Он запутан. Он запутан, он сам не знает, что он чувствует на самом деле к вам, понимаете? Тут и тяга, и притяжение, и желание. И хочется высказать, да, что было сделано не так, и какие-то ваши ошибки. Осознает ли он свои ошибки? Давайте посмотрим, осознаешь или нет? Да, девочки, смотрите, какая вышла карта. Это у нас пятерочка пентаклевая, она вот говорит о моменте такой бедности, таком трудном моменте, да, когда холодно, реально холодно на душе, никому не нужен. Знаете как, ему без вас очень одиноко, но это то, что есть только у него в душе, то, что он не может признаться и сказать, да, ну, 90% мужчин не могут этого сказать, взять и сказать, да, что я без тебя пропадаю, вот, мне плохо. Ну, небольшой процент может сказать все-таки, да, найти в себе силы, но этот, видите, как гордыня такая, ну, император, да, гордыня есть у него, конечно, есть. Так, давайте тогда посмотрим. Он вас не отпустил, он вас не забыл. Даже если он с другой женщиной сейчас, вот мы говорим о вас, да, и он очень отзывается. Вот он говорит, да, что остались еще недосказанные моменты какие-то. Так, тогда давайте так посмотрим. А сделает ли он шаг в вашу сторону по направлению к вам, да, для того, чтобы объясниться, да, или, может быть, чтобы продолжить отношения? Можно ли от него ожидать вот этот шаг к вам? Смотрим, одна карта. Вышел у нас здесь кубковый король, дорогие мои, кубковый. То есть настанет момент, когда чувства внутри него
возьмут верх, превозобладают, скажем, над гордостью, над гордыней его. И он сделает этот шаг. Он сделает этот шаг. Это однозначно. Кубковая карта, это всегда про чувства, еще и король. То есть он, знаете, как будто, может быть, нахлынут воспоминания. Когда он вспомнит то хорошее, что было между вами, как это все было, да? И ему захочется в эти энергии снова окунуться. Он проявится, он проявится. Давайте тогда посмотрим, ну, как скоро. Как скоро. Вы знаете, тройка, троечка, это в принципе скоро. Вот мы смотрим на временной промежуток, да, это может быть 3 часа, 3 дня, 3 недели. Но это, вот если бы вышла карта, например, там, я не знаю, мир, да, ну это было бы очень не скоро, может быть, год и больше, да. А все вот эти мелкие карты, карты мелкого номинала, если мы временной отрезок спрашиваем, то это очень скоро, он проявится. Так, с чем он хочет к вам прийти, мы уже видели. Давайте тогда посмотрим, а что он хочет от вас услышать, да? Что бы он хотел услышать от вас? Он бы хотел от вас услышать, что вам одиноко. Во-первых, что вы одна, что вы никого не нашли, не встретили. Что вы тоже часто и много думаете о нем и ищете, возможно, какие-то ответы на свои вопросы. Почему произошло именно так, да? Почему вы не рядом, почему вы не вместе, и вам одиноко без него очень. Вот что он хочет услышать. Представляете? Давайте мы сейчас посмотрим, какой совет дадут карты вам вот на момент этой встречи. Что карты посоветуют вам? Карта дьявола вышла. Значит, карты вам советуют, знаете что, добавить в вашу беседу, в вашу встречу немножко чертовщинки, да, то есть прийти привлекательной, яркой, глаза, чтобы у вас сверкали, да, не знаю, красная помада, то есть прийти просто на это свидание, на эту встречу такой вот звездой, да, чтобы его вообще ошарашить, чтобы его добить, вот. Можно себе что-то позволить, там, да, говоря с ним, взять его там по щечке, погладить, да, или потрогать его руку так незаметно, дотронуться рукой до его руки, да, вот как-то, то есть включить вот это то, что оно и так между вами есть, это же можно все активировать, понимаете, а не просто сухо поговорить. То есть однозначно, если вы хотите с этим мужчиной быть дальше, что-то решить, что-то понять, продолжить отношения, однозначно вам рекомендовано включиться, да, а не быть там, прийти, допустим, такой холодный, в холодном таком образе, да, неприступная, ну, говори, что ты там хотела мне сказать, да, а мне вроде бы как все равно. Нет, если вам не все равно, покажите это, да, завлеките его, увлеките его. Так, давайте тогда посмотрим, если вы поступите именно так. Я посмотрю обязательно, какой будет результат, но сейчас я хочу еще посмотреть, как он отреагирует. Давайте посмотрим, вот если вы будете так себя вести. Его реакция. Вау, смотрите, что у нас вышло. Жезловый король. Что такое жезловый король? Это огонь. Это реакция у мужчины будет просто на вас. Сразу же вот эта мужская реакция, мы прекрасно с вами понимаем, какая, да? То есть его жезл будет просто стремиться вверх. Он будет вас просто желать, хотеть, и у него все внутри будет гореть, если вы так себя будете вести. Вот так, видите, то есть это все в плюс вам работает. Вот такой совет дают нам карты. Тогда давайте посмотрим, какая перспектива на ваши отношения в будущее, в принципе, да, если вот вы оба этого очень хотите. Перспектива. Так, перспектива, одна карта. Сейчас тут обязательно мне надо добавить, потому что все очень даже ярко. Итак, смотрите, какая вышла карта. В перспективе огромное притяжение друг к другу. Ваша сила над этим мужчиной, то есть он поймет, почувствует, что вы имеете на него влияние большое. И у вас такая энергия и такая энергетика, да, от которой он не может просто как отказаться, отвернуться, я не знаю, уйти и не прийти, вот такое что-то, да. И идет окончание трудного пути, идет окончание ваших скандалов или ваших ссор, или ваших каких-то разборок и недопониманий. Смотрите, здесь вышла пятерка и десятка жезловая, понимаете, что это значит?
вот этот этап в жизни, он будет закончен. Слушайте, вот здесь такое впечатление, что ваше, возможно, расставание, либо расстояние, когда вы не рядом, да, оно на самом деле сыграет для вас действительно большую роль, положительную, как оказалось, да. То есть вы что-то переоцените на самом деле, пересмотрите, и пойдет все как бы по-новому. Вот такой совет вам дали Таро, вы получили от Таро, да. Прямо сейчас лайк поставьте, подпишитесь, кто не подписан, да, реагируйте, дорогие мои. Для меня это очень важно. И таким образом я тоже буду понимать, что вам интересно, что вам нравится, что вам не нравится. Накидывайте также в комментарии темы, вопросы, которые бы вы хотели посмотреть, тоже это важно для меня. Вот, и, пожалуй, буду сейчас вам отправлять это видео. Я надеюсь, что реально кто-то использует эту подсказку. И будьте, пожалуйста, счастливы. Я вам этого желаю от всей души. Пока-пока.